Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, сегодня у нас очень хороший день, сегодня воскресенье, день прощения, конечно же, своим каким-то там обидчикам, врагам. Ну, в принципе, сегодня день прощения, так что я хочу извиниться перед своими, конечно же, хейтерами и попросить у них прощения. Ну, без хейтеров... Иначе ты просто-напросто вести деятельность не можешь. Мы всем, конечно же, данным персонажам будем прощать их обиды. Я думаю, что если даже кто-то обижается на меня, пускай тоже мне простит. Итак, ну что у нас? Биток плюс 1%, эфириум 1,7%. За день у нас альткоины чуть-чуть восстанавливаются. За час довольно-таки тоже неплохо все у нас растет. И я, в принципе, думаю то, что на данный момент у нас... пик бычьего рынка еще не закончен. Итак, хейтерам комментарии я все читаю. Всем, конечно же, обиды, которые идут в мою сторону, я прощаю. Ну, если кого-то я тоже обидел, то прошу у вас прощения. Итак, на данный момент посмотри, пожалуйста, монетку MEV, Dogecoin VIF. Да, посмотрим мы эти монетки. По поводу цикла я уже неоднократно вам показывал разные метрики и считаю, что на данный момент мы где-то на пороге возле эйфории. И на этой эйфории у нас уже будет тот самый альт-сезон, и там уже нужно будет распродавать криптоактивы, альткоины в основном. Что у нас по поводу капитализации? 2 триллиона 840, мы никак не можем уже преодолеть 3 триллиона долларов, и 3 триллиона долларов у нас уже выступает, конечно же, сопротивлением. Что касательно самого индекса страхожадности, давайте мы посмотрим. Сегодня у нас тоже есть страх, но только 26 отметочка. Чрезвычайный страх дали буквально на протяжении 5 дней. Сегодня чуть-чуть уже так послабили булочки, и все у нас, в принципе, здесь более-менее нормально по индексу страхожадности. Но все равно у нас на рынке присутствует страх. И это нормально, это нормально. Чем больше у нас будет страха, тем быстрее, я думаю, что мы вырвемся с этой коррекции и дальше продолжим расти. Что касательно самого биткоина, мы видим то, что у нас произошла коррекция. Я, в принципе, предполагаю, что в данном блоке у нас находится биток в реаккумуляции, и только после набора позиций киты могут потянуть в новый блок продаж, а это будет уже выше, чем 120 тысяч долларов. И здесь, наверное, у нас подключат эйфорию на альткоинах и будет тот самый альт-сезон. Но, в принципе, есть вероятность то, что мы можем с текущих уйти на медвежку. И если мы пробьем диапазон 68-70 тысяч долларов, то, конечно же, никакой эйфории у нас не будет, а будет только медвежка. И здесь вот у нас немножко такие стрёмная ситуация, потому как в прошлом цикле мы видели рост битка, потом же произошла коррекция, и опять же был рост битка уже на сниженных показаниях RSI. Аналогичная ситуация у нас и здесь вырисовывается. У нас был рост битка до марта, теперь же у нас произошел рост битка в диапазон 100 тысяч долларов, и тут у нас RSI показал слабость, и здесь получается медвежья дивергенция. RSI опять же у нас тоже скорректировался вместе с ценой битка, и если мы, конечно, пробьем вот эти вот средние значения по RSI, не удержим их, сила у нас ослабнет, то, конечно же, мы, наверное, все-таки пойдем на медвежку. Ну, тогда никакого альт-сезона мы не увидим, придется холдить наши альткоины просто аж до усрачки. Но у нас на данный момент по RSI хорошая разгрузка. Биток тоже разгрузился, RSI тоже разгрузился. Мы пришли к отметочке 50. Удерживаем пока данную зону. И это довольно-таки неплохо. Что будет дальше, никто, конечно же, не знает. Может быть такое, что у нас геополитика в мире сложится так все, что действительно криптовалюта уйдет на медвежий цикл. Я тоже этого не знаю, но я продолжаю надеяться, то, что мы все-таки оправимся и уйдем выше, чем 100 тысяч долларов. И здесь увидим тот самый незабываемый альт-сезон, где мы будем продавать наши криптовалюты. Что касательно индикатора альт-сезона и когда его ожидать, данный альт-сезон, то мы можем, в принципе, посмотреть. Есть здесь вот не глобальный индикатор, глобальный показывает отметочку сейчас 37, а есть еще такой вот локальный. Он показывал буквально альт-сезон в декабре, и мы видим
то, что период времени около полгода между локальными альт-сезонами. Мы можем, в принципе, посмотреть то, что у нас был альт-сезон, буквально, это было 6 декабря, индикатор показывал. Также у нас был альт-сезон, вот у нас январь 2024 года, ну и март. Прошло буквально здесь полгода, и мы увидели альт-сезон. Сейчас, на данный момент, если у нас был это декабрь, то полгода, это примерно март-апрель, и мы сможем опять увидеть, по всей видимости, здесь альт-сезон. Также альт-сезон у нас был на медвежке. Вот мы видим, индикатор светился в 2022 году. Это у нас был август. И спустя 1,5 года у нас произошел опять альт-сезон в 2024 году. Что у нас было в прошлом цикле? Давайте мы посмотрим прошлый цикл. Здесь мы видим август 2020 года альт-сезон. Как раз произошло 250 дней после халвинга битка. Там даже не 200, а 160 дней после халвинга битка. И мы увидели альт-сезон вот здесь вот. Прошло буквально полгода, и вот буквально индикатор альт-сезона опять двинулся в сторону альт-сезона. Прошло буквально полгода. Также в 2020 году у нас был альт-сезон февраль. И здесь вот август, тоже примерно полгода. Также у нас вот здесь март 19 год и ноябрь 19 года. Примерно тоже полгода. Данный индикатор у нас показывает то, что альт-сезоны такие локальные происходят примерно через полгода. Но после альт-сезона декабрьского мы уже прожили, ну буквально смотрите, январь, февраль, март. Уже 3 месяца мы прожили. Осталось еще здесь ни много ни мало, но буквально месяцев 2. Я думаю, что альткоины начнут свое опять же движение. Может быть это произойдет раньше, но навряд ли что-то здесь произойдет за месяц. Я думаю, что 2 месяца здесь они будут еще немножко топтать. Что касательно Dogecoin, просили посмотреть монетку Dogecoin, давайте мы посмотрим. Это у нас мемкоин. Он находится на первом месте среди всех мемкоинов. Это такой высококапитализированный инструмент. Конечно же, он тоже корректируется на медвежьем рынке, но хотя бы не скамится. За всю историю он еще даже ни разу не скаманул. Я надеюсь, что в дальнейшем тоже не будет скамиться. 30 миллиардов долларов капитализация. И по поводу графика. Dogecoin у нас длительное время был в накоплении. Давайте мы посмотрим. Это у нас был май месяц, апрель, ну вот буквально май, как раз момент краха Луны. И вышел с этого накопления буквально в феврале 2024 года. Сколько мы были в накоплении? В накоплении мы здесь пробыли буквально 665 дней. И Dogecoin у нас в прошлом цикле рос несколькими волнами. Это у нас неделька. Вот мы видим, волна роста один раз была. Прошел месяц. Еще одна волна роста. И здесь тоже, в принципе, аналогичная ситуация. Но тут, правда, мы, как получается, даже не месяц прошло где-то не месяц, а намного больше. Здесь прошло у нас примерно полгода. И произошла еще одна волна роста. Здесь было 3 волны. Вот одна маленькая волна. Тут еще одна была волна, но это было еще в 2020 году. Вот у нас получается одна маленькая волна, потом еще одна волна роста и огромная волна. И в принципе я думаю, что по поводу Dogecoin здесь будет еще одна волна роста с перехаем его. И мы придем в диапазон, ну, наверное, таки $1. Может быть такое, что мы по Dogecoin увидим перехай. Я на это, конечно, надеюсь. У меня есть Dogecoin, там у меня остались бесплатные монеты, еще чуть-чуть я добирал позиции, ну, удерживаю. Примерно процентов 40 у меня бесплатных монет осталось по Dogecoin, потому как на росте я был фиксировал, а потом еще чуть-чуть добирал позицию по Dogecoin. Что у нас по объемам? Давайте мы обновим объемы Dogecoin, посмотрим. Максимальные объемы у нас таки продолжают оставаться вот здесь. Вот красная линия по объемам, это линия POC. Ну, в принципе, можно предположить, что большое количество Dogecoin было откуплено вот здесь вот по самому днищу. Также есть и вот здесь вот крупные объемы, и это у нас получается теперь на данный момент зона поддержки. И мы пришли в эту зону поддержки.
Зачастую, откуда начинается импульс роста, туда мы практически и приходим, но не обновляем лой. Мы можем посмотреть вот здесь, вот тоже у нас был рост. И мы пришли от начала этого роста, вернулись обратно же. Вот сюда вот. Вот сюда вот мы вернулись, скорректировались примерно на 60%. Аналогичная ситуация у нас и сейчас. Сейчас, в принципе, Dogecoin можно рассмотреть в долгую. Ну вот у нас коррекция 62% составила. Здесь можно, в принципе, рассмотреть покупки Dogecoin, но нужно понимать, что уже основной рост здесь произошел, и точки входа уже будут, конечно же, не те. И если будет продолжение роста, то здесь можно будет поймать примерно 180% роста, 263. Ну и если мы уйдем на $1, то тут будет 355% роста. Ну, как для мемкоина, это в принципе ни о чем. Но в какие-то там баснословные цены я слабо верю, то что там Dogecoin может улететь, там, например, на 2, на $10. Это может произойти только не в этом цикле, я так думаю. В принципе, вот так. Dogecoin неплохо у нас тут выглядит. Хоть и был рост, пришли в зону поддержки. И посмотрим, как мы здесь все это дело удержим. Также по RCI видно то, что здесь была сильнейшая перегретость. RCI разгрузился уже на отметочку 43. Видно, есть разгрузка. Можно, конечно же, рассмотреть к долгосрочным покупкам. Но есть, конечно же, риски. То, что здесь может уже даже и основная часть манипуляции произошла. Так что нужно быть очень внимательным. Но медвежьей дивергенции у нас по RSI здесь нет. Вот тут, например, была медвежья дивергенция. Вот у нас RSI уже показывал слабость. Тут у нас пока что нету медвежьей дивергенции. У нас, наоборот, показывает это все силу. Но нужно понимать, что здесь могут пробоковить, ну, я знаю, там, может это здесь будет боковое движение до июля, июня, может до августа 2025 года, может он даже весной отстрелит. Но после такого коррекционного движения явно здесь быстро какой-то манипуляции не жди. Вот как у нас здесь было тоже. Сдули все и потом боковик отрисовали. Нужно здесь смотреть, будут рисовать здесь боковик. Если только отрисуют боковик, можно будет частично как-то набрать позицию по Dogecoin. В принципе, вот так вот. Что касательно монетки VIF, ну, здесь вообще печальное состояние. 665 миллионов капитализация. У меня VIF у нас находится на 7 месте. У меня есть VIF, тот, который мне Binance раздавал на ланчпаде за удержание BNB-шек. Я их продолжаю удерживать и все. VIF я больше не покупал, но он вообще считаю, что здесь показывает слабость. Вышел он с такого восходящего канала, который мы длительный период времени ходили в этом канале. И сейчас вот есть здесь пробитие. Пробили мы зону листинга, уже падаем. И это не очень хорошо, это просто не очень хорошо. Что у нас по объемам? Давайте мы здесь обновим объемы, все это дело почистим. Давненько мы его не рассматривали. Ну вот, в принципе, я когда рассматривал, говорил, что вот этот важный уровень. Зона листинга, если мы сюда свалимся, то стоит ожидать VIF намного ниже. Так оно у нас, в принципе, и произошло. Альта вообще очень слаба. И сейчас здесь мы видим огромнейший блок сопротивления. Теперь у нас получается, что диапазон цены с $1.30 по 4, по 5, по 4,5 доллара. Это огромнейший блок сопротивления. Но видно то, что у нас по объемчикам здесь вот потихоньку начинают опять же набирать объемы. По RSI у нас здесь разгрузка конкретная. Слабость показывает, упали ниже, чем 50. Это не очень хорошо. 50 здесь бычье такое настроение сохраняется, но мы упали. Упали ниже 50. Вот здесь вот у нас сохранялось бычье настроение. 50 удерживали уровень после коррекции, и опять была волна роста. Ну, правда, VIF тогда, он, в принципе, вырос, но никто его особо там не фиксировал, по всей видимости. Вот здесь вот. Он даже ушел даже на перехай. Нет, перехая здесь нету. Но все равно был импульс знатный. Правда, по иксам здесь что у нас получается? 200% роста. Ну, это просто ни о чем. Для мемкоина, я думаю, что это просто ни о чем. Может быть такое, что на фоне Пепе, там Малолетов тоже его шилил,
на фоне Пепы, короче говоря, решили здесь показать, что роста нету, засадили людей, потому как все думали, что будет продолжаться рост. Ну а дальше укатали это все дело. Потому как кто-то на Пепе заработал, теперь он переложился в другой актив, и нужно, чтобы он в другом активе потерял. Я, например, делал такие вещи. Я заработал на Shiba Inu, переложился в ММ актив, и ММ просто-напросто катится куда-то там, просто в ад какой-то падает. Ну, съела все, что ты на Shiba Inu холдил 2,5 года, удерживал. Ну, вот так вот, в принципе. Дальше, монетка MEV. Монетка MEV. Это у нас на эфириуме. Капитализация 5 миллионов долларов. Маленькая вообще капа здесь. Это у нас типа как Sandbox. Ну, типа что-то связано с метавселенными, с играми. Манна, API. Биржа, где она торгуется. Мекс и хобби. Все. Инвестиций здесь нету. Вестинга здесь нету никакого. 86% монет в обороте, и капа вообще маленькая. Но я думаю, что это может быть какой-то скам. Ну да, в принципе, тут график не особо. И видно, что они вот делают какие-то пампы. Памп и дамп. Это так, чисто, по всей видимости, актив создан для трейдеров, чтобы они там раскачивали, входили, вставали в лонг краткосрочный, там помпанули, дампанули. Но здесь нужно ее усреднять и выпрыгнуть с этой монеты. У меня было когда-то такой самый похожий актив, это монетка Оки, и там просто соскамил свои деньги на данном проекте. Потому как он зачастую падает, и даже как бы ты его не усреднял, ты просто с него выйти не можешь. Давайте мы посмотрим объемы. Вот максимально здесь вот по низу идут. И в принципе, если вот посмотреть, то хорошо разгрузился у нас RSI. Тоже данная метрика. Тут у нас вместе с RSI, скользяшки. Мы вот здесь вот болтаемся просто под днищу. Сейчас здесь может быть манипуляция в каком-то ближайшем периоде времени. Вот как у нас было вот здесь вот. Тоже вот здесь вот и произошла манипуляция. Тут нужно усреднять его конкретно, чтобы можно было с него выскочить. Ну, манипуляция, если и будет, то, наверное, процентов 150 роста вот так вот. Ну, не более. Я думаю, что не более. И мы видим, что здесь вот эта вот манипуляция была, мы даже не пошли на перехай. Вот. Тут у нас наоборот вниз пульнули ее. И здесь получается у нас сколько роста? 200%. Ну, такой манипулятивный инструмент. Я думаю, что это для трейдеров создали. Его иногда там раскачивают. А потом броют хомяку. Потому как покупают же на росте его всегда. Думают, что он будет лететь. Здесь нужно усредниться и поставить ордер. Потому как здесь манипуляция происходит, ну, неизвестно когда. И она быстро. Пам-дамп и все. Только фитили. Поставить ордер, допустим, в легкий плюс и выйти с данного проекта. Я считаю, что это будет не ошибка. Какие-то здесь перспективы я в нем, в принципе, не вижу. Мекс, хобби и все. В принципе, вот так вот. В принципе, у нас вот так вот. Будем надеяться, то, что у нас здесь закончится коррекция по альткоинам, и мы увидим какое-то движение. Что у нас по поводу месячного индикатора? Что по поводу месячного, вот мы видим декабрь, также мы видели июль, сентябрь, май. Ну, сейчас на данный момент нету альт-сезона, даже вот здесь вот уже продолжительный период времени. Это очень хорошо. Мы можем здесь увидеть манипуляцию в ближайшем будущем. Вот, например, у нас июнь 23 года, оп. И сразу смотрите, июль 23-го уже была манипуляция с альтой. Тут был у нас альт-сезон. Я помню, тут у нас отстреливал XRP в 23 году. И вот именно Ripple показал здесь движение на индикаторе альт-сезона. Как здесь будет, ну, еще пока никто ничего не знает. Ну, длительный период времени мы вот болтаемся. Нету альт-сезона, просто идет биткоин-сезон. Стоит ожидать. Кстати, ссылка на Bybit есть в описании под видео, можете зарегистрироваться, там у нас хороший стейкинг по поводу USDT, ну и также самое у нас есть тут стейкинг по поводу USTC.
можно присоединиться и получать бесплатные монеты, так же само зарабатывать на пассиве. Ну, я думаю, что даже в стейкинг USDT, если вы закинете, ну, примерно 2-3 тысячи долларов, довольно-таки неплохие будут проценты капать на какой-то хлебушек, зато вы не соскамите свои стейблкоины в каких-то альткоинах. Стабильный пассивный доход. Потом со временем можно добрасывать еще деньги. Но нужно понимать, что хранить деньги на бирже очень высокорисково. Хранить нужно не всю котлету. И желательно пройти верификацию. Потому как, чтобы потом не было никаких претензий. Все ссылки есть на данные биржи в описании под видео, на телеграм-канал, телеграм-чат. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Надеемся, что локально у нас здесь развернули биток. И посмотрим, как у нас, конечно же, откроется понедельник. Понедельник, вторник. Есть здесь вероятность что здесь отрисовали перевернутую голову, плечи. И в дальнейшем мы можем увидеть какое-то движение. Вот мы можем посмотреть то, что у нас здесь отрисовано. Перевернутая голова и плечи, друзья. Так что здесь уже вот плечо у нас рисуют. Могут они еще сделать какую-то коррекцию, может до 83 тысяч долларов. И потом вот так вот отрисовать все вот этого дела. Может такое вот произойти на битке. Конечно же, это не сетап на лонг, потому как лонг сейчас текущих набирать опасно. Ну, разве что нужно стоп ставить. Короткий стоп, не длинный стоп. 77 это будет длинный, но здесь нужно ставить короткий стоп. Могут выбить, конечно, по стопу. Но можно попробовать рискнуть здесь лонгануть это все дело. Вот, в принципе, вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.